Иран уже не просто обсуждает сборы за Ормузский пролив, деньги пошли, поток лег напрямую на счета Центрального банка. И это меняет правила игры в Персидском заливе. По официальной линии с Тегерана звучит простая, почти циничная формула. Если через Ормуз проходит мировая нефть, то мир теперь платит Ирану за сам факт движения этого потока. Член Президиума парламента открыто называет цифры от 10 до 15 миллиардов долларов дохода от управления проливом. И эти деньги закладываются не в мечты, а в законопроект, который уже прошел через парламентскую комиссию. В документах, которые в Тегеране старались не афишировать, до последнего прописано: за транзит платят все, включая дружественные страны, а вот суда США, Израиля и тех, кто поддержал санкции, могут вообще увидеть красный свет на входе в пролив. Чтобы понять, почему сегодняшняя новость о первых зачислениях на счет ЦБ не просто бухгалтерская строка, нужно вернуться к началу этой схемы. В те недели, когда Ормуз фактически превратился в узаконенную бутылочное горлышко мировой нефти. Тогда источники на рынке описывали, как иранская сторона тихо, без официальных объявлений, начала требовать с танкеров по $2 миллиона за рейс или по $1 за каждый баррель, беря оплату в юанях и криптовалюте, вне долларовой системы. Сначала это выглядело как хаотичный побочный заработок на фоне военного контроля пролива. Но цифры быстро начали складываться, независимые оценки говорили о десятках, а затем и о сотнях миллионов долларов в месяц. А Иранский исследовательский институт заявлял до 139 миллионов в день на проходе нефтяных танкеров. И вот теперь происходит то, чего опасались в Вашингтоне и в столицах нефтяных. Эти потоки легализуют, упаковывают в закон и завязывают в Центральный банк, превращая морской узел в постоянный финансовый инструмент для режима, раздавленного санкциями, но не просто дополнительный доход. Это попытка создать параллельный источник денег, который со временем может соперничать с экспортом нефти и формально не подпадать под привычные американские рычаги давления. Неудивительно, что Дональд Трамп публично требует от Тегерана прекратить сбор платы. Предупреждаю, США не готовы мириться с тем, что стратегический пролив превращается в кассу одной страны. Но самое интересное здесь не само заявление Трампа, а то, как на него реагируют в частных переговорах европейские и азиатские нефтетрейдеры. Об этом мы еще скажем в конце. Пока в публичном поле обсуждают формулировку управления судоходством и пошлины. За закрытыми дверями рисуют куда более жесткий сценарий. Законопроект, о котором говорят в иранском парламенте, это не просто сбор за услуги, а система фильтров, разрешенный коридор для одобренных перевозчиков, жесткие ограничения для тех, кто играет по американским правилам, и полный запрет для судов США и Израиля. Один из операторов уже заплатил около $2 миллионов за транзит по такому безопасному коридору, фактически выкупив себе право пройти через пролив в ситуации, когда военные режимы контроля могут в любой момент остановить судно. На фоне этих практик заявление иранских военных о восстановлении военного режима контроля над Ормузом звучит не как оборона, а как сигнал: безопасность здесь теперь тоже товар. И он продается по иранским правилам. Но самый темный слой этой истории не сумма первого перевода на счет ЦБ, и даже не оценки в 10-15 миллиардов дохода. Если верить расчетам иранских и международных аналитиков, при сохранении нынешней модели блокировок, фильтрации трафика и платного доступа к безопасному коридору, общий финансовый эффект для Тегерана может достигать десятков миллиардов долларов в год, местами превышая доходы от продажи нефти. Это означает, что мотив закрывать, открывать и снова закручивать Ормузский пролив перестает быть чисто военным и превращается в бизнес-инструмент. Каждый новый виток напряжения поднимает цену прохода и усиливает зависимость мирового рынка от решения нескольких людей в Тегеране. Именно это обсуждают сейчас в тех самых кабинетах, куда камеры не заходят. Что будет, когда сборы за Ормуз станут такой же нормой, как страховка груза? И кто первым решится открыто бросить вызов этому новому негласному налогу на нефть?